Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала кролика. Символ 2023 года. Это у меня девочка, крольчиха. Связала ей юбку. Юбка снимается. Кофточка не снимается. Сделала обвязку рюши. Вы уже там по своему желанию можете рюши делать, можете съемную кофточку связать, кому как понравится. Когти я не стала вышивать, но это уже дело на любителя. Здесь в задних лапах у меня проволока внутри и наполнитель синтепух. В передних лапах проволоки нету. Так, вес полностью кролика, крольчихи 95 грамм. Высота от макушки до пятки 24 сантиметра. То есть без учета ушей. Вот. 24 сантиметра. С ушами 28 сантиметров. Ну, вот сюда я нашила от тесьмы такие украшения. Украшать можно чем угодно. Стразы пришивные, стразы, которые приклеиваются. Сейчас большое разнообразие. Так, связала я корзинку. Значит, в корзинку положила 3 морковки. Я вам покажу, как я вязала. Корзинку вязала из пряжи косичка. В 100 граммах 313 метров. 40 полиэстер, 60 вискоза. И добавила сюда для жесткости 2 нити провода от конденсаторов в 2 нитки, чтобы жесткая была. Вот. Ручку сделала из шнура сутаж, просто узлами завязала здесь и все. Внутри проложила на всякий случай картон. Вот сюда морковку и цветы. Идет на пикник. Значит, украсить еще как можно. Тут ваша фантазия. Бантик на голову по центру. Бантик сюда. Шляпку. Что хотите. Бежите, фантазируйте. Можно взять такие цветы, готовые продаются, разного цвета. И венок сплести. Вот. И вот так разными цветами цветов связать венок. Значит, юбка съемная. Это, кстати, хорошо, когда особенно дети тренируются вязать. Можно одежду вязать, учить. Хвост я уже не стала вязать. Ну, у меня порода такая, бесхвостые кролики. Кто хочет, свяжите. Я что-то решила без хвоста. Все равно его здесь не видно будет. Можно здесь чем-то украсить. Приклеить стразы. Типа таких. Смотрите, что я вам хотела показать. Неаккуратное обращение с крючками. Они у меня падали в процессе вязания.
И видите, что с ними случилось, когда они ударялись об пол. Они отбились. Я все думала, почему ими плохо вязать стало. И потом решила разобраться. Значит, видно, что кончики отломились. Вот пришлось заказывать новые. Сейчас сравним. Вот, видите? Такой конец у крючка и сломанный. Поэтому такие крючки берегите. Работайте с ними аккуратно. Вяжу переднюю лапу. Цвет суровый. Крючок 2 миллиметра. Кольцо амигуруми. Шесть столбиков без накида. 1, 6. Стягиваем кольцо. Кстати, что хочу сказать. Вначале сильно не стягивайте, иначе вам тяжело будет попасть в петлю. Так, вот первая петля. Вот сюда будем заходить за переднюю полупетлю. Вот. Так, теперь ставлю маркер. И во втором ряду вяжем 6 прибавок. То есть под каждую петлю 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй. Одиннадцать, 12. Значит, во втором ряду 12 столбиков без накида. Вот теперь центральную нитку нужно подтянуть. Третий ряд. Столбик без накида, прибавка 6 раз. Столбик без накида, прибавка. Один раз. И так вяжем по кругу. И в третьем ряду 18 столбиков без накида. Четвертый ряд, пятый, шестой. Вяжем без изменения. 18 столбиков без накида в каждом ряду. Седьмой ряд. Столбик без накида, убавка 6 раз. И в седьмом ряду у вас получится 12 столбиков без накида. Столбик без накида, убавка, и вот так вяжем 6 раз. Так, закончила я седьмой ряд. Теперь этот цвет нам нужно отрезать. Так, нитку вытягиваем.
маркерную перебрасываю вперед. Вот эту петлю, где маркерная нить, мы должны пропустить и завести крючок во вторую петлю. То есть мы выравниваем ряд и закрываем. Так. И теперь возвращаемся в эту же петлю, откуда у нас нитка вышла. То есть ту петлю, вот где маркер, мы ее восполнили. Вот она. Теперь эту нитку с внутренней стороны нам нужно закрепить обязательно. Чтоб петля не растянулась, вот видите, у нас маркер здесь. Вот мы сюда под петлю, под всю заходим. Беру серую нитку, провязываю одну петлю и вторую. И далее 14 рядов вяжем по 12 столбиков без накида. То есть с 8 по 21 ряд вяжем без изменения по 12 столбиков без накида в каждом ряду. Итак, вяжем 14 рядов без изменения. Закончила я 21 ряд, и мне серая нитка больше не нужна. Я ее отрезаю. Так, вытаскиваем петлю. Опять одну петлю пропускаю. Вот, под следующую завожу крючок. И завожу крючок, откуда вышла нитка. Так, ряд мы закончили. Теперь эту нитку нужно внутри закрепить. Слишком большой хвост не надо. Теперь нужно переднюю лапу наполнить наполнителем. Но сильно не набивайте, а то она будет как у боксера. Понемножку.
я наполняю и воспользуюсь палочкой для маникюра. Я ее обрезала здесь. Так, вот я наполнила, не слишком туго. Значит, дальше что делаем? Я делаю. Захожу под всю петлю, чтобы не вытянулась. Это как раз та петля, которой мы заканчивали ряд. Вот она. Берем цвет нити для кофточки. Цвет берите любой, какой вам нравится. Я буду вязать кофточку пряжей бонбон. Пряжа в 2 нитки. Между собой они не перекручены. И поскольку нитка тонкая получается, мне пришлось добавить 3-ю. Вы смотрите сами, какая вам нитка больше нравится, пряжа. Так, вяжем за переднюю полупетлю 12 столбиков без накида. Одиннадцать. Если я в эту пробежу 12, то у меня получится ступенька. Поэтому 12 я вяжу вот сюда, откуда начинался у меня первый столбик. То есть я одну петлю пропускаю. Двенадцать. 23 ряд вяжем за заднюю полупетлю без изменения. 12 столбиков без накида. Так вяжем по кругу. Закончила я 23 ряд. За оставшиеся передние полупетли буду вязать рюши. Далее 24, 25, 26 и 27 ряд вяжем по 12 столбиков без накида в каждом ряду, причем вяжем за переднюю полупетлю. Один, два, три и так далее. Значит, 4 ряда по 12 петель в каждом ряду. Так, закончила я 27 ряд. Все, эта нитка больше не нужна. Тоже ее отрезаю. Вытягиваю. Закрываю ряд. Так, эту петлю мы пропускаем. Заходим под следующую. И теперь захожу в петлю, откуда вышла нитка.
Так, ряд мы закончили. Теперь нам нужно эту нитку зафиксировать. Теперь немножко наполните. Вот где-то ряда 2, ну, может, даже 3. Не наполняйте, потому что будем пришивать к туловищу, чтобы лапы как следует прилегали к туловищу. Ну, вот так примерно, значит, чтобы туго не было. И вот здесь вообще оставить пространство. Вот. Так, вот я наполнила, значит, не туго. И вот здесь оставила. И теперь будем сшивать. Так, сшивать буду петля в петлю. Захожу в следующую петлю и в петлю, откуда вышла нитка. Потом затягиваем. Опять в следующую петлю и в петлю, откуда вышла нитка. Ну, вот так. И потом мы пришьем вот за эти петли. Эта нитка нам уже не нужна. Мы ее можем убрать. Так, теперь что хочу сказать. Вот эти маркерные нити я не удаляю до тех пор, пока не пришью лапу, чтобы у меня все было на месте. Теперь вот я ставила полупетли, захожу за них. И у меня есть эта пряжа бонбон, я ее разделила в одну нитку. Так. И за эти полупетли 2, 3. Так, и теперь под каждую петлю вяжу
5 столбиков с накидом. Но один столбик вот у меня есть. Это будет 2, 3, 4, 5. Вы ориентируйтесь на свою пряжу. У кого-то может быть 3 здесь, может быть больше у кого-то. Вот. И в следующую полупетлю 1, 2, 3, 4, 5. Вот. И так обвязываем этот волан, вяжем. И когда закончите, вторую переднюю лапу вяжем точно так же. Так, суровым цветом начинаю вязать ухо. Делаем кольцо амигуруми. И провязываем первый столбик. Впоследствии, когда мы начнем вязать второй ряд, будем заходить вот за эту самую первую петлю. Так, 1, 8. Вот эта петля, про которую я вам говорила. Вот она. Ставим маркер. И в эту петлю провязываем первый столбик второго ряда. Во втором ряду тоже вяжем 8 столбиков без накида. 1, 8. Маркер перебрасываем. И ряд у нас будет начинаться именно с того места, где выходит маркер. Третий ряд. Третий ряд вяжется столбик без накида, прибавка 4 раза. И в третьем ряду получится 12 столбиков без накида. Так, первый столбик попадает там, где маркер. Прибавка. 1 раз. Столбик без накида. Прибавка. 2 раза.
И вот сюда поставим маркер другого цвета. Столбик без накида, прибавка 3. Столбик без накида, прибавка 4. Четвертый ряд. 5 столбиков без накида, прибавка 2 раза. Пять. Прибавка. И опять 5 столбиков, прибавка. В четвертом ряду 14 столбиков без накида. Так, теперь вот здесь центр затяните как следует. Пятый ряд вяжем. 3 столбика без накида, прибавка. Три. Прибавка. Далее 6 столбиков без накида, прибавка. Шесть. Прибавка. И еще 3 столбика без накида. 1, 2, 3. В пятом ряду 16 столбиков без накида. Шестой ряд. 7 столбиков, прибавка 2 раза. Семь.
прибавка, и далее 7 столбиков без накида, прибавка. Семь, прибавка. В шестом ряду 18 столбиков без накида. Так, седьмой ряд. 4 столбика без накида, прибавка. Четыре, прибавка. Восемь столбиков без накида, прибавка. Восемь, прибавка. 4 столбика. В седьмом ряду 20 столбиков без накида. Восьмой ряд. 9 столбиков без накида, прибавка 2 раза. Девять, прибавка. И еще 9 столбиков, прибавка. Девять, прибавка. В восьмом ряду 22 столбика без накида. С 9 по 19 ряд включительно вяжем по 22 столбика без накида. То есть вам нужно будет провязать 11 рядов по 22 столбика без накида. Вот начинаем 9 ряд. 1, 2, 3. И так вяжем 11 рядов по 22 столбика в каждом ряду. Закончила я 19 ряд. 20 ряд вяжем. 20 ряд вяжем так. 2 петли вместе. Затем 3 петли вместе.
2 петли, 3 петли, 2 петли, 3, 2, 3. И заканчиваем 2 петли. Вот, связали мы ухо. Так, и теперь начинаю сшивать. Сшиваю я петля в петлю. Значит, вот за эти полупетли берем, за внешние. Так, здесь протянули сюда. Теперь в следующую петлю и выводим, откуда вышла петля. Следующую и откуда петля вышла. Нитка вышла, вот петля здесь. Кстати, трикотажные изделия лучше сшивать тупой иглой. Вот, а этот конец нити оставим, чтобы пришить ухо к голове. Точно так же вяжем второе ухо.